Ну ведь каждый раньше знал, что фрукты это витамины, что они полезны и что их нужно есть каждый день. А сейчас фруктов стали бояться как огня. Мол, в них там сахар, и что это вредно, и что, в общем, нужно от фруктов вообще полностью отказываться. В итоге фруктов сейчас на столе у людей нет, зато вместо этого появились другие сладкие продукты, которые не приводят к улучшению здоровья. Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир. Я продолжаю разбирать основные ошибки, которые влияют на ваше физическое и психическое здоровье. В предыдущих частях мы с вами поговорили о воде, о свежей пище, о жирах и о сахаре. А сегодня мы с вами будем говорить о фруктах. И вы узнаете, почему сахар и фрукты это не одно и то же. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Поставьте палец вверх, и если у вас будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Десятки людей каждый месяц задают мне вопрос про фрукты. Мол, можно ли их есть? Там же ведь сахар содержится, почему их тогда запрещают? В общем, это самый часто задаваемый мне вопрос. Все опасения с употреблением углеводов, и в частности фруктов, связаны с набором лишнего веса и диабетом. Что, мол, если будешь фрукты, то у тебя разовьется диабет, будет жир по всему телу. В общем, испортится твоя фигура и здоровье. И когда я спрашиваю человека, а откуда ты это взял? То в ответ я обычно слышу, что кто-то там рассказал, что фрукты содержат много сахара, это быстрые углеводы, у них высокий гликемический индекс, а это плохо, так как это вызывает там резкий подъем уровня сахара в крови, вызывает выброс инсулина, а этого допускать нельзя. Так, друзья, давайте-ка разберемся. Ну, во-первых, фрукты содержат не сахар, а натуральные природные источники глюкозы и фруктозы, которые не имеют ничего общего с рафинированным белым сахаром или с рафинированной фруктозой. Во-вторых, много сахара — это сколько конкретно много? Потому что сами по себе фрукты содержат очень мало углеводов. Во фруктах содержится 95% воды, и у всех фруктов очень низкая гликемическая нагрузка. Обратите внимание, не гликемический индекс, а именно гликемическая нагрузка. Это разные вещи, и нужно ориентироваться именно на нагрузку, потому что гликемический индекс — это оторванный от реальности параметр. Гликемическая нагрузка показывает, сколько конкретно углеводов, вот сколько конкретно калорий из углеводов попадет в ваш организм. А гликемический индекс показывает, что с какой скоростью, но не показывает, сколько конкретно. То есть вы можете съесть очень много продукта с низким гликемическим индексом, но ваш сахар в крови взлетит до таких небес, о чем вы даже представить себе не можете. И вот это как раз-таки очень большая проблема у тех людей, у кого сахарный диабет. Они об этом почему-то не знают и продолжают есть те продукты, которые и приводят их к диабету. А во фруктах на самом деле калорий немного, поэтому гликемическая нагрузка фруктов, она низкая. На самом деле это отдельная большая тема, которую я разбирал в рамках своей закрытой группы, поэтому сейчас я касаться этого уже не буду. Идем дальше, давайте теперь разберемся, что значит быстрые углеводы. На самом деле никаких быстрых и медленных углеводов не существует. Это все выдумки, чтобы запутать вас. Есть фруктоза и глюкоза, которыми и называют быстрыми углеводами, а есть крахмал, который якобы называют медленным, типа медленным углеводом. Крахмал наш организм усваивает очень плохо, поэтому все крахмалистые продукты мы обрабатываем термически. Но когда мы обрабатываем крахмал термически, он трансформируется в глюкозу. Поэтому если мы возьмем коричневую гречку или овсянку сваренную 20 минут, то это уже никакие не медленные углеводы. А мы привыкли думать об этом именно так. Ну и последний тезис, самый мой любимый. Поднимают уровень сахара в крови и вызывают инсулин. И кто-нибудь вообще задумывался, что в этом плохого? Большинство людей просто слышат какую-то новую для них непонятную вещь и начинают это пересказывать другим, не вдумавшись в смысл. Глюкоза должна поднимать уровень сахара в крови. И нет даже ничего плохого в том, что она может делать это быстро. Так и должно быть. Так и природой задумано. Вы съели какие-то фрукты, они у вас переварились, глюкоза попала в кровь. И дальше из крови она ушла в межклеточное пространство, где ее потребили клетки, и вы получили чистую энергию. А инсулин и должен вырабатываться, потому что инсулин — это ключик, который как раз-таки берет глюкозу и проводит ее к клеткам, чтобы клетка могла ее усвоить. В этом нет ничего плохого. Проблема заключается в том, что когда глюкоза попадает в кровь, инсулин выделяется, но не может забрать ее в клетки. И все это остается у вас в крови. Но в этом виноваты не фрукты и даже не углеводы. Повышенный сахар, повышенный инсулин – это следствие нарушения углеводно-жирового обмена. И проблема здесь не во фруктах, а во всех продуктах, которые вы употребляете изо дня в день на протяжении десятилетий. Рафинированный сахар, жиры, белая мука и прочие продукты, которые не содержат в себе ничего, кроме калорий. Вот где надо искать причину этого нарушения. Именно сочетание жира,
и сахара в вашем питании приводит к переизбытку калорий и нарушению углеводно-жирового обмена, что в итоге сказывается на усвоении клетками вот этой вот глюкозы из вашей крови. Она просто до них не доходит, но фрукты не имеют к этому никакого отношения. Конечно, если вы ничего не изменяя в своем питании, начнете вот к текущему вашему меню еще и фрукты сверху добавлять, вот на десерт, да, как многие любят, то, конечно, вы будете с этого набирать вес, просто у вас еще калорий станет больше, хотя у вас этих калорий и так очень много, вы просто никогда, скорее всего, это не считали. Вы головой-то подумайте, а потом после всего этого вы скажете, что вы от фруктов набираете вес. Ну, это же, конечно, происходит не от фруктов, а от всей той еды, которую вы употребляете. Поэтому очень важно научиться понимать процессы, которые протекают в вашем организме. Так сказать, смотреть в корень. Кстати, вот, друзья, фрукты после еды на десерт – это самая плохая идея. Вот прям совсем-совсем плохая. Не надо так делать. И вот есть еще один интересный момент, что как-то так получается, что люди, которые начинают употреблять одни фрукты, например, один виноград, да, вот есть такая диета, когда употребляешь один виноград, вдруг ни с того ни с сего начинают сбрасывать вес и худеть, а их здоровье начинает улучшаться. Ну, я лично знаю таких людей, которые таким образом привели себя в форму. А если посмотреть на людей, которые питаются одними фруктами, есть такая диета, она называется фруктарианство, то любой человек со стороны, посмотрев на них, скажет: да ну, они же очень худые. Как тогда так получается, что люди, которые употребляют одни фрукты, начинают худеть? Может быть, тогда проблема не во фруктах? Да, друзья, проблема не во фруктах. Давайте сейчас быстренько я вам разберу пример одной своей ученицы из закрытой группы, которая написала, что вот она себя очень плохо чувствует, у нее абсолютно нет энергии, хотя она вот тренируется, правильно питается, занимается с тренером и так далее. Я ее попросил: слушай, дай, пожалуйста, мне просто вот, ну, что ты ешь, что ты делаешь, какой у тебя образ жизни. В общем, попросил ее расписать подробнее, что она ест и что делает в течение дня. Оказалось, что тренер в тренажерном зале минимизировал ей вообще все углеводы и запретил употреблять ей фрукты. Ну, рассказав ту же самую историю, что фрукты приводят к набору лишнего веса и их нельзя употреблять, ну и все вот это вот. По его наставлению она сидела на белковой диете. Хотя, друзья, это вот будет тема следующих видео. Белковой диеты на самом деле не существует, потому что когда мы пытаемся употреблять больше белковых продуктов, мы с этим получаем еще и очень много калорий из жиров. И на самом деле это становится в первую очередь жировой диетой. Я вам позже об этом объясню. И вот она сама же говорит, что ей плохо, что в нее не лезет, ее тошнит, ей не хочется тренироваться. В общем, она заставляет себя это делать. Я ее спрашиваю: а что тебе тренер на это говорит? Она говорит: ну, он говорит, что это нормально и надо продолжать, что типа со временем пройдет. Ну, как бы это ненормально. Может быть, надо все-таки слушать свое тело, а не идти против него. И вот эту ошибку допускают очень многие. Фрукты нельзя, углеводы все минимизируем, и в итоге человек сам не замечает, как начинает подъедать по чуть-чуть какие-нибудь конфетки там на работе, дома, еще где-нибудь с чайком. Вот к чему это все приводит? Ну, ни к чему хорошему, как минимум к расстройству пищевого поведения. Что в итоге произошло? Потому что девушка просто начала постоянно думать о сладком, хотя раньше такого за ней никогда не было замечено. Все бы так и продолжалось, если бы я не попросил ее посчитать, а вот сколько ты съедаешь калорий из этих конфеток. И когда она посчитала, у нее глаза вот такие стали. И знаете, что было самое интересное? Точнее, какое открытие я сделал? Оказывается, что некоторые люди сопоставляют фрукты с конфетками, ну то есть по размеру, что фрукт он большой и он, наверное, содержит много сахара. Лучше я съем маленькую конфетку, и это будет лучше, нежели чем целый большой фрукт. Только вы упускаете один момент, что во фруктах 95% воды, а одна маленькая конфетка – это концентрат рафинированного сахара и калорий. И в ней в 3-4 раза больше калорий, нежели чем в одном фрукте. Ваш организм к употреблению концентрированной фруктозы и глюкозы просто не предназначен. Фрукты содержат в своем составе не только фруктозу и глюкозу. Там 95% воды, там клетчатка, там витамины, там минералы, макро-микроэлементы, там белки. Там жиры даже содержатся в незначительном количестве, которые тоже нужны и представлены как раз омега-3 кислотами. Там ферменты и антиоксиданты и куча других соединений, которые еще до конца даже не исследованы наукой. Поэтому фрукты даже нельзя сравнивать с сахаром или с какими-то сладкими продуктами. Это абсолютно разные вещи. Ну вот клетчатка, например, которая содержится во фруктах, но это же абсолютно незаменимый компонент. Ее нельзя оттуда никуда убрать. Она позволяет правильно работать в вашей пищеварительной системе, питает ваши бактерии. Самое главное, позволяет правильно усваивать глюкозу. И содержится она, как вы уже знаете из предыдущих частей, только в
необработанных продуктах. Нельзя удалить клетчатку, сделать из этого рафинированную глюкозу и фруктозу и потом сравнивать это с фруктами. Это не одно и то же. Вот именно эту ошибку и допускают все специалисты. Вот просто для примера. В 1 килограмме винограда где-то около 600 калорий. В 100 граммах тортика 450-550 калорий, а в 100 граммах печенья, 300-350 калорий. Только вы представляете, что такое килограмм винограда и маленький кусочек тортика 100 грамм. Вы почувствуете разницу, вы попробуйте килограмм винограда съесть. Согласитесь, что не каждый просто это физически сможет сделать. А вот тортика, это за милое дело в любое время. Только в тортике, в печеньке или еще в какой-нибудь сладкой выпечке вы едите муку, масло и сахар, а во фруктах вы получаете все многообразие природных компонентов, которые жизненно важны для вашего организма каждый день. Фрукты – это тот продукт, который не просто содержит витамины, это тот продукт, который при правильном употреблении способен восстановить вас после серьезных проблем со здоровьем. Это не говоря уже о том, что фрукты серьезно влияют на ваш уровень энергии, на ваше самочувствие и на ваше настроение в течение дня. Более того, употребление фруктов влияет на ваше психическое состояние, на уровень серотонина, на уровень дофамина и даже на снижение воспалительных процессов. Их можно и даже нужно употреблять. На сайте Роспотребнадзора, цитирую, фрукты и овощи не менее 400 грамм в день. Рекомендации Роспотребнадзора хорошие, но я бы сказал, что эти 400 грамм это минимум и только для фруктов, а овощи это вообще отдельно, их должно быть точно не меньше. Но здесь надо уже с каждым индивидуально разбираться, отталкиваясь от текущего состояния здоровья и то, к чему вы хотите прийти. Ваш текущий вес, уровень физической активности, состояние здоровья, количество вредных привычек, количество калорий и много-много другое, все из этого будет иметь значение. И всем этим необходимо учиться управлять. Друзья, вы биологические роботы, и как видите, питание это намного более сложная и многокомпонентная тема, нежели чем мы привыкли о ней думать. Просто там ешь, что дают, то, что вкусно, и все, и не заморачивайся. Нет, на самом деле она влияет фундаментально на все аспекты нашей жизни. Если вы, например, чувствуете тягу к сладкому, то проблема только в одном. Вы недополучаете натуральных источников глюкозы и фруктозы, то есть вы просто не доедаете фруктов и при этом переедаете крахмала и жира с мукой. Но от одной печеньки, тортика, конфетки раз в неделю ничего же не будет, говорите вы. Но это именно как раз то, что изгубило огромное количество красивых фигур и здоровья людей. Каждая из 100 триллионов клеток вашего тела питается глюкозой, исключительно ей. А мозг – это вообще главный потребитель энергии. Он забирает себе до 25% всей глюкозы из вашей системы. Если потребление углеводов, точнее глюкозы, нужной вашему мозгу будет недостаточным, то, конечно, вы будете постоянно чувствовать тягу к сладкому, чтобы просто ее удовлетворить. Вашему организму нужно достаточное количество хороших углеводов каждый день. И самые лучшие углеводы содержатся во фруктах. И вместе с ними вы получаете клетчатку, витамины, минералы, макро-микроэлементы, ферменты, антиоксиданты, которые не содержатся больше ни в одной другой пище. Что я могу рекомендовать сделать? То, что я делаю сам. Замените один прием еды в течение дня на фрукты. Например, ваш завтрак или обед. Употребляйте фрукты в виде перекуса отдельно от всей другой еды. Не надо их употреблять после еды или на десерт. За один прием ешьте достаточное количество фруктов. Одного яблочка будет явно недостаточно. Нужно получить достаточное количество калорий. Не забывайте, что во фруктах 95% воды. Все фрукты на самом деле очень и очень разные. Это мы привыкли считать, что ананасы, бананы, яблоки, это все фрукты в одну категорию. На самом деле нет, это просто разные продукты. Разные по составу, разные по своему содержанию клетчатки. И, соответственно, по чувству насыщения они тоже будут разные для вашего организма. Да даже различия между фруктами, привезенными из одной части мира и из другой, вроде яблока, на самом деле абсолютно разное. Вы, сами все прекрасно это знаете. Поэтому пробуйте разные фрукты и наблюдайте за своими ощущениями. По ссылке в описании к данному видео вы можете скачать у меня файл со списком продуктов питания, которые я рекомендую использовать в своем меню. Просто распечатайте этот файл, повесьте на холодильник, и каждый день у вас перед глазами будет список продуктов, которые приводят к улучшению вашего физического и психического здоровья.
В следующем видео мы поговорим с вами еще об одной критической ошибке, которая влияет на работу вашего пищеварения и на усвоение питательных веществ, которые вы получаете из пищи, и даже на здоровье ваших зубов. Обязательно подпишитесь прямо сейчас на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Поставьте палец вверх и пишите ваши вопросы в комментариях, если они, конечно, остались. Также рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Там вы найдете больше информации по теме питания и здоровья. Если вы хотите сказать спасибо за этот пост, то самое лучшее, что вы можете сделать, это отправить это видео своим родным, близким и тем людям, кому это может быть полезно. С вами был Владимир Горохов. До новых видео. Пока-пока. И помните, вы можете достигнуть всего, чего вы захотите, если вы готовы для этого немного потрудиться. Позаботьтесь о себе.